Ну и теперь нам нужно связать вот здесь черным цветом треугольник. Заходим вот в самую крайнюю петлю. Теперь заходим вот сюда. Так, 2. 3. 4. 5. 6. 7. И провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе, 6 и 1 воздушная. Вот и так вяжем и заполняем черный треугольник точно так же, как и здесь. Ну вот довязала я этот треугольник, дальше я уже вязать не буду, все по той же схеме у вас пойдет. Я единственное, на что хочу обратить ваше внимание. Вот здесь вот эта петля должна быть у нас 12-я. И вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а 12 нету. И мы будем набирать вот прямо из угла серым цветом полный треугольник, целый. Вот так будет 1. Дальше сюда будет 2. Провязываем 1 и 2. Вот. 2. Ну, это черный затянется. И вот сюда будет 3. 1, 2, 3, опять 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И смотрим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот она, 12-я петля. То есть треугольник у нас будет полный. Вот такой треугольник. И дальше уже, ну, это треугольник уйдет. И отсюда же вы набираете следующий. Вот такой же. В принципе, вот и все. Главное тут обратить внимание, откуда набирать серым цветом. Светло-серым вот этим. И так он у вас пойдет. И край будет ровный. Теперь я вам покажу, как я обвязывала. И именно вот эту часть. Здесь-то мы можем
за ряды цепляться. Тут все петли видны. Так, еще что хочу сказать. Когда будете делать обвязку, вот здесь сбоку, то смотрите, если вы будете укладывать черный цвет и обвязывать, будет просвечиваться. Ну, вы посмотрите. Может быть, даже не надо укладывать, а просто вот сюда заделать, и все. Ну, в общем, обращайте внимание. Вот, а сейчас я вам покажу немного, как вот здесь. Тут немножко сложновато, чтобы вы не ошиблись. Обвязывала я крючком 3,5 миллиметра. Значит, обычный крючок нужно брать чуть-чуть меньше, чем тунисский. Так, я вот здесь хвост отрезала уже. Вот здесь петли открытые. Вот, видите? Вот она, открытая петля. Ну, берем ее, эту нитку выдергиваем. И провязываем. Дальше, видите, вот они две вместе. Вот. Вот они, две петли. Вот их вместе провязываем. Столбиком без накида. Опа. Дальше, смотрите, опять две петли. Вот мы заходим сюда и сюда. Если бы мы вязали треугольник, как всегда вязали, тогда бы мы могли распустить дополнительную нить. А поскольку мы вязали его другим методом, здесь есть открытые петли. Ну, можно обрезать ножницами аккуратно, постепенно. Я просто боюсь потерять. И буду вам вот сейчас покажу. Вот они, две петли. Вот. Сейчас я немножко провяжу и покажу следующие ряды, как обвязывать. Вот. И видите, треугольник у вас будет ровный, все нормально. И так вы обвязываете по всему периметру. Здесь вы заходите под петли. Кстати, в углах вяжите 3 столбика в самый угол. 1, 2, 3, чтоб у вас пошел поворот. До этого угла доходите в угол. 1, 2, 3. И пошли дальше. В следующий угол то же самое. Во всех углах нужно вязать 1, 2, 3. Дойдете сюда, тоже свяжете 1, 2,
3 и соедините. Так, надеюсь, это понятно. Сейчас вам покажу следующий ряд, как вязать. Допустим, вы обвязали полностью столбиками без накида. Все, так вот, по периметру обвязали, дошли до угла. Во всех углах вы провязали по 3 столбика, как вот я сейчас вот 1, 2, 3. Дальше как вяжете? Заходим под петлю и крючок набрасываем на нитку. Не так вяжем из-под низу, как мы обычно, а сверху. Вытягиваем и опять сверху набрасываем. Под следующую петлю заходим, опять набрасываем сверху и опять сверху. Сверху, 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 сверху. И так вы обвязываете тоже по всему периметру. Допустим, вы так обвязали по всему периметру. Вот уже, кстати, видно, крестики получаются. Дошли до угла. В угол вяжете. Опять 3 столбика. 2, 3. И опять продолжаете точно таким же методом. То есть крючок все время набрасываете на нить. И вот такие аккуратные столбики, во-первых. Во-вторых, полотно у вас загибаться сюда не будет. Оно будет ровным. Вот. И можно вот этот ряд довяжете, и можно еще один ряд провязать. И опять сюда в угол. 1, 2, 3. Во все углы. И вот такая обвязка получится. Ну и вот такая обвязка в итоге получается. Полотно не стягивает, не закручивается и очень хорошо держит форму. Вот такой узор у меня получился. Это если смотреть с этой стороны. А если перевернуть, будет вот так смотреться. Ну и теперь я вам расскажу, как рассчитать хотя бы примерно, сколько пряжи нужно на плед. Для этого, как я говорила, вяжите образец. Вот связали вы, допустим, вот как я, ну не такой большой, а как я вам показывала, допустим, 3 треугольника и вверх сюда, вот такую часть. Вы не обвязываете, а взвешиваете ваш образец. И записываете сколько. Вот мой образец без обвязки, только сам образец, весит 53 грамма. Здесь у меня в ряду
1, 2, 3, 4, 5. И этих получается 5. 1, 2, 3, 4. И вот эти половинки. 5. То есть в одном ряду у меня 10 треугольников. А у меня 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, в одном ряду у меня 10 треугольников, а рядов у меня 6. Получается 60 треугольников. Из них 30 серого цвета, светло-серого, 30 и 30 трехцветных вот этих. Так, это понятно. Ну, я так приблизительно, хотя бы навскидку, чтобы прикинуть, сколько пряжи нужно. Теперь весь вес образца делим на 2. У нас же 2 вида. Получаем 26,5 грамма. То есть вот на эти светлые треугольники уже однозначно идет 26,5 грамма. Вот на этим, на все светло-серые по всему полю. На 30 штук. Так, теперь нужно высчитать, сколько грамм каждого цвета ушло в весь мой образец. Трехцветных вот этих будет тоже 26,5. Но у нас их здесь 3 цвета. Значит, мы что делаем? 26,5 делим на 3 цвета. И получаем примерно 8,84 грамма. То есть черного цвета 84,8, темно-серого 84,8 и белого тоже 8,84. Все. Дальше вы рисуете картинку, схему на миллиметровке или в какой-то программе на ваш размер, на ваше изделие и раскрашиваете. И считаете, сколько у вас черных получилось, умножаете на вес, сколько у вас темно-серых, умножаете на вес. И так каждого. Вот и весь расчет. Единственное, вам останется прикинуть на обвязку, добавить. Так, приблизительно хотя бы. Ну вот вроде все, что я вам хотела рассказать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.